Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Узорчиков уже очень много, узорчиков очень разных, поэтому для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. На главной странице канала заходите в раздел плейлисты, выбирайте видео, которое вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям, постоянным подписчикам, девчата, ребята, мастера, мастерицы из разных стран, разных городов, разных континентов, спасибо вам огромнейшее, вы моя большая-большая группа поддержки. Я сегодня вот с такими ниточками, да, мы с ними уже работали, но вот такую палитру давно уже не брали. Называются они новички, смотрите, кто еще не вязал, не пробовал, сомневается, стесняется. Итак, Alize Angora Gold называются. Так, здесь получается, смотрите, в 100 граммах находится 550 метров. Есть. Далее смотрим состав. 80% акрил, 20% шерсть. И вот видите, такого вот оно интересного, с интересными такими секционными окрашиваниями, с такими переходами. Крючок нам советуют, берите от 2 до 4. Я, например, да, со своей плотностью вяжу крючком номер 3. Меня это вполне устраивает. Поэтому подбирайте для себя, для своей плотности крючок 2, 2,5, 3, 3,5, 4, да. Либо, если вы вяжете совсем другой пряжей, а узорчики мои универсальные, их можно взять любой пряжей, какая у вас есть. Берете свою пряжу, берете, естественно, также читаете аннотацию и что вам советует производитель. Таким крючком и вяжете. Идем далее, чтобы я не забыла, я вам говорю номер. Видите, называется Angora Gold, за счет того, что окрашивание такое интересное, батик. Цвет 1602. Видно, да? 1602. 1602. И здесь на картинке, смотрите, показано, что очень хорошо данная пряжа, получается, лежит в палантинах, в накидках, вот таких вот, да, в шалях и так далее. Мы с вами сегодня попробуем тоже узорчик связать. Ниточку вы можете брать снаружи, да, моточка. Если у вас большое изделие, то вы, естественно, подбираете, откуда вы берете ниточки. Можете снаружи, можете брать изнутри. Я сегодня попробую изнутри, посмотрим, какой будет переход цвета в узорчике. Узорчик не сложный, узорчик очень простой, но схемки к нему у меня, к сожалению, нет. Поэтому будьте внимательны, следите за руками. Ну что, свяжем? Давайте. Так, вот наша ниточка. Видите, она не сильно пушистая, но вот эти вот ворсиночки, да, небольшие, они могут цепляться, особенно у новичков, да. Поэтому, новички, не берите сильно тоненький крючок, берите средней толщины, а потом уже с опытом вы будете вязать спокойно данную пряжу. Единственное, что советую, когда вы будете вязать, заранее планируйте, сколько вы будете вязать петелек, сколько будете вязать столбиков, потому что распустить будет сложно. Ну, не очень легко, да, не очень быстро. Возможно, но сложно. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика будет состоять из 5 петелек. Так, поэтому набирайте сколько вам удобно. Я, получается, наберу 6 раппортов. Так, и дополнительно наберу по краешку еще петельки для того, чтобы узорчик красиво закончился. Итого у меня будет 36 воздушных петелек. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 36 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот. Наш будущий образец. Итак, далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. И в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Есть. Это столбик с накидом получился. Далее накид. В следующую петельку по цепочке идем и опять провязываем столбиком с накидом. И далее в следующую петельку ныряем, провязываем столбик с накидом. И во все последующие петельки вот так вот аккуратненько идем, медленно, методично, и делаем столбики с накидом. Не забываем, да, что первый ряд, неважно, новичок или опытный мастер, провязывается всегда чуть медленнее, не торопитесь, зато вы не пропустите ни одной петельки, и будет работа аккуратная. И считайте, у вас количество столбиков должно быть равняться с количеству петелек, которые вы набрали. Ни больше, ни меньше. Поэтому, если я набираю 36 воздушных петелек, у меня должно получиться 36 столбиков.
И вот эти вот 3 петельки подъема, которые в начале, да, провязывала, это тоже имитация столбика с накидом. Тоже считаю как столбик. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 уже столбиков я провязала. Вот я провязываю до конца моей цепочки. И в конце ряда мы с вами встречаемся. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится. Так, смотрите. Вот наш самый первый ряд готов. Дальше что мы делаем? Смотрите. 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4, поворот, накид, следующий столбик верхушку шагаем, вытягиваем ниточку и провязываем. Смотрите, вначале мы провязываем одну петельку, затем 2 петельки, 2 петельки. У нас получается как бы такой столбик с накидом, чуть-чуть удлиненный, да? Дальше теперь внимательно смотрите, что делаем. Вот так вот воздушную петельку сделали и петельку подтянули. Не сильно много, не сильно мало, как бы вы эмпирически для себя подберете. Дальше что делаем? Накид. Возвращаемся, вот, видите, у нас получается между столбиком, вот, и вот получается воздушными петельками, вот эти вот 2 петельки берем, да, у верхушки столбика, и вытягиваем, протягиваем ниточку, раз, то же самое, сюда же, опять нырнули, 2, держим все на крючке, накид, точно так же, 3, накид, точно так же, 4, и получается, с петелькой, которая у вас была на крючке, всего получается 5 у вас петелек, да. Далее что делаем? Смотрите, провязали все это вместе и обязательно зафиксировали. У вас сформировалась вот такая вот как бы пышечка, бубочка, да, пышный столбик. Что делаем дальше? Смотрите, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем опять 1 петелька, 2 петельки, стоп. И держим на крючке. Накид. В следующий столбик ныряем, вытягиваем ниточку и опять провязываем 1 петелька, 2 петельки, стоп, опять держим на крючке и третий раз так делаем, опять накид, нырнули в следующий столбик, вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2 петельки, стоп. Теперь смотрите, вот у нас на крючке 4 петельки, нам сейчас необходимо с вами провязать только 3 петельки, на крючке остаются 2 петельки, дальше 2 петельки вместе, понятно? Вот. Такая вот буковка П у нас с вами, да, получилась. То есть получается, мы соединили 3 столбика вместе с одной верхушкой, а здесь в данном случае точно такой же получается столбики с верхушкой, но просто здесь по краешку пока только 2 столбика, понятно? Идем дальше. Опять сделали, смотрите, воздушную петельку, подтянули ниточку, не сильно много, не сильно мало, для себя подбирайте. Накид и опять возвращаемся, видите? Вот наши 2 петельки у верхушки нашего этого столбика большого, вот. Опять захватили ниточку, потянули, держим на крючке, раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Теперь все петельки провязали вместе, оп, и зафиксировали. Угу. Далее смотрите, опять накид, пропускаем 2 столбика, раз, два, третий столбик, начинаем провязывать 1 петелька, 2, стоп, накид, следующий столбик. Пронырнули, взяли ниточку, 1 петелька, 2 петельки, стоп, накид и в третий столбик нырнули и точно так же 1 петелька, 2 петельки, стоп. Теперь у нас 4 петельки на крючке. Вначале провязали 3 вместе, осталось 2 петельки. Теперь провязали 2 вместе. Угу. Все. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. То есть у вас пышный столбик, вот такие вот получается пирамидка, да, пышный столбик, пирамидка, пышный столбик, пирамидка, пышный столбик, пирамидка до конца ряда. Договорились? Не сложно? Я думаю, не сложно. Если что, перематывайте чуть назад, смотрите, повторяйте. Все, встречаю вас в конце ряда. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот какая по итогу первоначальная красота, да, несложно. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же получается, как и начинали. Опять пропускаем 2 столбика, раз, два, и у нас остается 2 столбика, как в начале. Накид, провязали первый столбик, держим на крючке, накид, и там, где у нас 3 петельки были подъема, да, в третью петельку нырнули и точно так же провязали. Получается, у нас получится здесь всего лишь только 2 столбика. Мы их провязали вместе, да, а потом 2 петельки вместе. Все, огонь, огонь. Идем дальше. Опять 4 воздушные петельки подъема, раз, два, 3, 4. Поворот. Теперь смотрите. Опять накид. Нырнули вот в верхушку данного столбика. Вытянули ниточку и провязываем точно так же. Получается вначале 1 петельку. Потом 2 петельки.
и 2 петельки. Далее повторяйте 2 воздушные петельки, 1, 2, и мы перепрыгиваем через данную шишечку, вот верхушку, где 3 столбика у нас были, да, верхушку, и провязываем 3 столбика с накидом. Точно так же провязываем 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки, накид, а сюда же 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки и накид сюда же 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки. Угу. Вот у нас 3 столбика с одной верхушкой, а здесь 3 столбика с одним основанием. Понятно? Дальше 2 воздушные петельки, 1, 2, и точно так же перепрыгнули шишечку, и точно так же там, где у нас 3 столбика были провязаны с одной верхушкой, мы провязываем наоборот 3 столбика, которые имеют одно основание. Столбики получаются у нас с накидом и провязываются 1 петелька, 2, 2. Понятно? Несложно? И вот такой весь ряд. И как бы получается такой как бы крестик, да, зрительно кажется. Несложно? Несложно. Провязываем до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот получаются такие вот интересные крестики, да. Заканчиваем точно так же, как и начинали. То есть здесь у нас 2 столбика и здесь 2 столбика. Все, на этом получается наш вертикальный раппорт узорчика готов. Далее будет только повторение. Мы делаем опять 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот, опять накид. И вот следующий наш столбик мы провязываем столбик с накидом, 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки. И далее наша с вами задача повторять вот эти вот шишечки. Так? Итак, воздушная петелька потянули. Не сильно, немного, не сильно мало, да. Накид, повторюсь, да. Смотрите, опять вот наши 2 петельки у верхушки столбика. Ныряем в эти 2 петельки, вытягиваем ниточку. 1, 2. Далее 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот наша шишечка-бубочка. Хочу уточнить, если вы захотите, чтобы эти шишечки были потоньше, вы делаете накидов поменьше, да, то есть 3, 2 там и так далее. Если вы хотите сделать, чтобы шишечки были более эффектные, побольше, да, то делайте и 5, и 6, и 7, и 10 накидов. Понятно? Но единственное, что чем больше вы сделаете шишечку, потому что чем она будет пышнее, значит, тем больше скушает пряжи. Договорились? Поэтому смотрите, захотите такое эффектное, шикарное изделие с такими пышными столбиками, пряжи запасайтесь. Итак, вот наша шишечка. Что делаем дальше? Накид. Вот наши 3 столбика. Мы будем их провязывать точно так же с одной верхушкой. Повторюсь. Нырнули в первый столбик, вытянули ниточку, 1 петелька, 2, стоп. Накид в следующий столбик, 1 петелька, 2 петельки, стоп. Держимся на крючке. Накид следующий, 1 петелька, 2 петельки, стоп. Потом 3 петельки вместе, а потом только 2 петельки вместе. Угу. Все. Вот получается то же самое, что и в первом ряду. То есть вы провязываете первый ряд, возвращаетесь вторым. Первый, второй, первый, второй. Вот вертикальный наш раппортик. Это получается вот такой крестик. Сделаем несколько крестиков, увеличим наш образец, посмотрим в итоге, что получается. Получится очень даже красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Интересно, как цвет меняется, да? Вот, и уже, получается, закончила. Очень удобный узорчик в том плане, что ровненько заканчивается, да, ровненько начинается. Красота. Ой, наоборот, мы же вот так начали, да? Во, мы вот так начали. Красненьким перешло. И потом, получается, видите, после красненького, по идее, видите, оно как бы идет от такого, ну, сиренево-серого, красненького, потом будет розовенькое, потом будет беленькое, а потом обратно. Ну, узорчик наш такой небольшой, поэтому получилось вот такие вот цвета. Но интересно, согласитесь, да? Очень вяжется просто, очень легко в копилочку ваших узорчиков. Будет ли это летний топик, маечка, да? Возможно, это, представьте, это может быть из полипропиленового шнура сумочка пляжная, как вариант, да? Это может быть шарфик, это может быть снудик. За счет воздушных петелек очень хорошо тянется. Выбирайте любую пряжу, естественно, будет у вас такое изделие под пряжу. Летняя, летняя, зимняя, зимняя. Класс, класс. Давайте замерим. Я набирала 36, получается, воздушных петелек. Если это же пряжа, это же крючком, это же плотностью вязания, то это получается у нас 18 сантиметров. Так? А тут получается у нас в одном крестике 2 ряда, да? То есть 2, 4, 6, 8, закончила 9, начала 10. 10 рядочков. Вяжется быстро, честное слово. Это получается вот 13 сантиметров. Угу. Огонь.
Огонь. Берите летние такие яркие солнечные цвета, у вас будет очень прекрасный летний топик, маечка. Да? Берите точно так же, можете секционное, может быть одноцветное. Может быть, вы вообще, в принципе, будете спутывать цвета. То есть 2 ряда будете одним цветом, 2 ряда другим цветом. Да? 2 ряда третьим, 2 ряда четвертым. Ну, в общем, вы большие дизайнеры, творите, немножечко вытворяйте, да. Обязательно рассказывайте, если вы вязали данным узорчиком, что вы вязали, нам интересно. А если планируете вязать, что планируете вязать, нам тоже интересно. Угу. Я надеюсь, видео вам понравилось. Всем ровных петелек, да. Бежите с удовольствием. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте свои плейлисты, чтобы потом посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек, до новых видео. Пока-пока.